Здравствуйте, друзья! Вы готовы узнать новые тайны? Что делал Вернер фон Браун в Антарктиде? В 1966 году, когда в Антарктиду отправилась очередная экспедиция США под ставшим к тому времени традиционным наименованием Deep Freeze, все было вполне привычно и даже, можно сказать, традиционно, кроме главных участников очередной американской экспедиции. Самым известным из них был создатель космической программы США Вернер фон Браун. На первый взгляд визит фон Брауна в Антарктиду, продолжавшийся не один месяц, выглядел достаточно странно. Ведь это было то самое время, когда лунная программа США вступала в свою финальную стадию – подготовку к высадке на спутник Земли пилотируемого лунного модуля. Казалось бы, фон Брауну самое время было находиться в центре космических полетов НАСА имени Маршалла, директором которого он тогда и был. Что же заставило фон Брауна и его коллег в этот напряженный момент отправиться на другой край Земли? В официальной версии биографии фон Брауна, в частности в интернет-энциклопедии Википедия по состоянию на июнь 2011 года, его визит в Антарктиду объяснялся вполне прозаично. Так вот, фон Брауна интересовали климатические условия Антарктиды, которые вполне можно было бы использовать для адаптации будущих астронавтов в суровых внеземных условиях. Тестового испытания оборудования и техники. Предполагалось, что полученный на ледовом континенте опыт вполне можно будет применять для освоения и поиска жизни на Луне, Марсе и других планетах. По мнению ученых, в связи с предстоящими полетами на другие планеты большой научный интерес представляют проблемы акклиматизации человека и испытания техники в суровых антарктических условиях, близких к космическим. Во время Южного полярного лета 1966-1967 годов в Антарктиде находилась группа американских специалистов по ракетам во главе с Вернером фон Брауном. 4 руководителя Центра космических полетов побывали на главной американской антарктической базе МакМердо, на новозеландской базе Скотт, в горах земли Мэри Бёрд и в одной из так называемых сухих долин земли Виктории. Американские специалисты ознакомились с условиями, близкими на их взгляд к тем, в которых может произойти высадка космонавтов на Луне. По сообщению Associated Press, специалисты из лаборатории реактивных двигателей планировали отправиться в Антарктиду, чтобы провести там исследования почвы, которые могут помочь при полетах непилотируемых устройств на Марс. В иноязычной и в русскоязычной части интернета в последние годы появилось немало сообщений о том, что истинной причиной очередной экспедиции американцев в Антарктиду было не только, а возможно и не столько испытание новой техники и изучение природных условий ледяного континента, сколько сбор метеоритов, в том числе лунных. Впрочем, уже в наши годы появилось немало скептиков как в России, так и за рубежом, которые весьма критически оценивали финальную версию цели пребывания фон Брауна на антарктическом континенте. Среди таких въедливых исследователей мы видим в частности американца Фила Уэба, выпустившего уже не одну серию фильма, название которого на русский язык можно перевести как «Лунные мозгокруты». Подтверждение этой, казалось бы, малоправдоподобной версии можно, тем не менее, найти на страницах ежемесячного естественно-научного журнала Российской академии наук «Природа». В февральском номере этого издания за 2005 год опубликована заметка кандидата физико-математических наук Сурдина «Сбор метеоритов в пустыне», в которой в частности говорится: оказывается, на Земле есть места, где обычных камней практически не бывает, например, на ледяном куполе Антарктиды или в песчаных пустынях Сахары. Поэтому любой найденный там булыжник мог появиться не иначе, как упав с неба. Первые походы по метеориты начались в Антарктике в 1966 году и принесли отличный урожай. Подобного рода сообщения дали пищу заинтересованной общественности, в частности упоминавшемуся выше Филу Уэбу, для продолжения исследований в том направлении, что американцы на Луне все-таки не бывали. А все эти лунные камни и пробы лунного грунта, якобы привезенные со спутника Земли, на самом деле были добыты в частности в Антарктиде. Особенный интерес представляет приведенная выше заметка астронома по фамилии Сурдин. Дело в том, что сейчас он является одним из главных публичных официальных пропагандистов американских полетов на Луну. Выступая со своими научно-популярными лекциями по астрономии, он обязательно значительную долю времени выделяет для нахваливания американской лунной программы и критики советской. Следует отметить, что другие неофициальные интернет-пропагандисты блефа НАСА, в частности Олег Корнейчук, который среди них сейчас главный по грунту, яростно отрицают факт сбора метеоритов экспедиции фон Брауна в Антарктиде.
Таким образом, заметка Сурдина является важным аргументом, наглядно подтверждающим ложь пропагандистов НАСА. Но не знал Сурдин в далеком 2005 году, что ему за пропаганду блефа НАСА просветительский фонд «Зимина династия», который на самом деле является одним из филиалов пропагандистского фонда Сороса, даст премию «Просветитель». Иначе он своих подельников по лживой пропаганде полетов на Луну, да и самого себя, так в свое время той заметкой не подставил бы. Американский журналист со ссылкой на National Geographic уверяет, что Вернер фон Браун в ходе своего визита в Антарктиду, и это в разгар холодной войны между СССР и США, посетил советскую антарктическую станцию «Восток». И более того, как пишет участник англоязычного форума, в этом номере журнала даже приводилась совместная фотография, на которой, помимо прочих, были запечатлены начальник станции «Восток» Борис Беляев и контр-адмирал ВМФ США Джеймс Эбботт. Примечательно, что Борис Беляев в 12-й советской антарктической экспедиции 1966-1968 годов и в самом деле возглавлял станцию «Восток». А офицер военно-воздушных подразделений ВМФ США Джеймс Эбботт на военной службе находился с июня 1935 года по апрель 1974 года. В те годы также служил в Антарктиде. То, что во время зимовок американские полярники бывали у своих советских коллег и наоборот, как и то, что на американских станциях работали наши ученые, а на советских американские, является известным фактом. Удивительно другое, как на станции «Восток» мог оказаться спецсубъект в лице Вернера фон Брауна. В 1999 году в московском издательстве «Вагриус» вышла в свет книга воспоминаний Юрия Сенкевича «Путешествие длиною в жизнь». Примечательно, что Юрий Сенкевич как раз в те годы был участником 12-й советской антарктической экспедиции. И он в качестве медика работал именно на станции «Восток». В своих воспоминаниях глава «300 дней на ледяном куполе» Юрий Александрович вспоминал, что контр-адмирал Эбботт и в самом деле с группой товарищей посетил станцию в начале 1967 года. В конце зимовки должны были появиться с инспекцией американцы, в чьем павильоне всю зиму работали наши физики. Мы начали готовить взлетно-посадочную полосу для самолета. Американцы в Антарктиде использовали специально оборудованный для здешних условий тяжелый Геркулес. Он был больше наших Илов, имел локаторы, да и потолок его был до 10 тысяч метров. О Вернере фон Брауне во время этого визита Юрий Сенкевич даже не заикается, хотя знаменитого американца он безусловно должен был знать. Для многих сегодня Юрий Сенкевич является прежде всего популяризатором географии, многолетним ведущим телепрограммы «Клуб кинопутешествий». Но Юрий Александрович помимо этого был профессиональным медиком, участвовал в медико-физиологических исследованиях, проводившихся в интересах космической программы СССР. Его кандидатура во второй половине 1960-х годов даже рассматривалась как вполне реальная для зачисления в отряд космонавтов. Учитывая это, нельзя даже предположить, что Юрий Сенкевич не знал, кто такой Вернер фон Браун. Но в своих воспоминаниях о визите американцев на Восток в начале 1967 года о фон Брауне он не упоминает, хотя хорошо помнит детали того, как встречали американцев, как их провожали, как военного руководителя американцев, контр-адмирала Джеймса Эбботта, несли на руках к самолету. Выводов из всей этой истории может быть два. Вывод первый. Вернер фон Браун не посещал станцию «Восток» во время своего пребывания в Антарктиде. Вывод второй. Фон Браун все-таки был на станции «Восток», но в своих воспоминаниях очевидец событий тех лет Юрий Сенкевич по каким-то причинам о присутствии среди американских гостей Вернера фон Брауна даже не упомянул. А как вы думаете, что делал Вернер фон Браун в Антарктиде на самом деле? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.